добро пожаловать в Академию китайской кухни Цзин Ши Дао. В прошлом видео мы учили инициали Шоуму, а в этом видео будем учить финале Юнму. После этого вы уже сможете читать пинyin любого иероглифа. В финале всего столько. Не испугайтесь от их количества. Сначала выучим эти 6 финалей, остальные просто легконя. За мной читайте. А, О, И, У, Ю. Скорее всего, у вас не сразу получилось произнести эти две финали и Ю, поскольку такие звуки отсутствуют в русском языке. Чтобы правильно их произносить, научу вас моему секретному способу. Когда начинающие читают часто получается так. Это неправильно. А как это исправить? Смотрите на себя в зеркало. Когда читаете во-первых, ваш рот должен быть открыт вертикально, а не горизонтально. Если горизонтально открыт, то легко получится Это неправильно. Во-вторых, нижние зубы должны быть видны в зеркале. Если они не видны, то с вероятностью 90% у вас получилось так. Так тоже неправильно. Следите за этими двумя моментами с помощью зеркала и еще раз читайте за мной. Следующее это финаль Ю. Многие считают, что она похожа на Ю, но на самом деле они очень разные. Еще люди часто читают как Ю. Это тоже неправильно. Чтобы это стандартно читать, нужно собрать губы вместе, как будто свистеть или целовать. Кроме того, произношение должно концентрироваться в передней части рта, как Ю, а не в задней, как Теперь читайте за мной. Ю. Еще раз читайте все 6 финалей за мной. А, О, И, У, Ю. Молодцы! Теперь вы уже можете сами прочитать остальные финали. Попробуйте сначала произнести их самостоятельно. Первая группа. Вторая группа. Третья группа. Четвертая группа. Пятая группа. Шестая группа. Хочу подчеркнуть два момента, где часто ошибаются люди. Во-первых, это R, а не R. Обязательно надо держать язык в конце, чтобы он не трепетал туда-сюда. В китайском языке надо произносить не R, а просто слегка загнуть язык и читать R. Вот оно. Во-вторых, носителям русского языка часто трудно произносить и отличать эти инициали. Запомните, хотя видно, что у них есть и согласные буквы в конце, но в китайском языке, когда читаем, согласный звук в конце не должен быть слышен. Например, не надо читать ан, анг, надо так читать ан, ан. Эта группа по-китайски называется тяньбиин, то есть передние носовые звуки. А эта группа хоубиин, то есть задние носовые звуки. Слушайте и почувствуйте их место в носу. Ан, эн, ин, ан, эн, ин. Если все еще тяжело отличать, можете так попробовать. Когда читаете тяньбиин, ваш язык слегка давит на верхние зубы в конце. Ан, эн, ин. А когда читаете хоубиин, не надо давить языком на зубы. Пусть он просто лежит на месте. Ан, эн, ин. Теперь читайте все эти финали со мной. А, ай, ау, ан, A, R, N, N, 窝
o, ong, i, yin, yin, yung, yang, yen, yang, яо, е, ю, у, ва, вай, ван, ван, ви, wo, wen, yu, юн, юэ. Молодцы! Это все. Напишите в комментариях, какие финалы вам тяжелее всего произносить. Увидимся в следующий раз. 再见!